Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня видео о уборке в своем творческом уголке, где я раскрашиваю. Буду полностью все здесь вытаскивать, протирать пыль. Ну и начинаю уборку с коробки, где хранятся карандаши. Самые такие необходимые. Все вытряхнула, протерла. Сейчас буду затачивать затупившиеся. Ну, хочу уже так, прям полноценно убраться, чтобы после можно было сесть, раскрашивать и не хвататься за точилку. Тут и дервенты, и полихромосы, и фикс прайс, ну, много всего. Так, теперь взяла пакетики новые и в каждый пакетик сухую пастель складываю. Один цвет, один пакетик. Так все-таки будет удобно. Прежняя система хранения мне не нравится. Так, ну и теперь убираю все со стола. Раскраски, которые на данный момент раскрашиваю, там предстоит доделать, но это уже на ноябрь. Ну, я раскрашиваю. Там осталось немножко, и отснять видео можно. Вот этот набор я хранила в открытом виде, теперь закрываю, потому что пользуюсь им довольно-таки редко. Полки надо помыть. Здесь тоже протру пыль. Немножко решила по-другому все организовать. Не то, что радикально, но по-другому. Вот у меня стоит органайзер для всяких тетрадок. Видите, сколько пыли скопилось. В общем, я здесь все переберу. От трекера раскрасок в прежнем его виде, в виде блокнота, я отказываюсь. Это мне не актуально, неудобно. Поэтому сейчас я вот все это вырежу, листы, и выброшу. Ну а блокнот оставлю, на что-нибудь еще сгодится. Потому как вечно туда тянуться, я не вижу никакого в этом смысла. От альбома с выкрасками, скорее всего, тоже откажусь. Оставлю то, что мне делала Оксана, выкраску полихромосов. Плюс я делала какие-то там, ну, допустим, инктенции. Я их не очень люблю, но в целом, может быть, потом я приколюсь и приобрету, не знаю. Поэтому выкраска потребуется. Ну, в общем, большую часть выкраски я тоже, скорее всего, выкину. Здесь у меня блокнот, я его пока оставлю. Я в нем записывала, в какие дни, какие видео я выкладываю. Вот как раз блокнот с выкрасками. Тут тоже я вырываю ненужное. Тут у меня адреса наши, так сказать, блогерские, с кем мы посылками раньше обменивались. В общем, оставлю здесь только самое необходимое, тетрадку, где я записываю, что я раскрасила, ну и тому подобное. Очень много скопилось, все отсюда вываливается, ничего не найдешь. Трекер я буду делать по-другому, не в блокноте. Потом об этом расскажу в каком-нибудь влоге. Ну, в общем, да. Да, собственно, все очень просто. Я буду делать трекер именно непосредственно в каждой раскраске, вклеивать лист. Я уже сняла об этом видео. Не знаю, наверное, тоже кто-то так делает. Я не интересовалась этим вопросом. Вот. Так что какие-то блокноты я еще не знаю, пригодятся или нет, поэтому уберу в гардеробную, в комод. Здесь будет только самое прям необходимое лежать. Ну вот, как видите, немного я оставила. Так значительно лучше. Ну, естественно, все сейчас отсюда тоже уберу, протру. Так, много всего, конечно. На верхней полке у меня хранятся органайзеры, там всякие трафареты, краски. Здесь вот в пенале маленькие карандаши на заслуженные пенсии. Тоже есть повод все пересортировать. Это из фикс прайса у меня 2 коробки металлические. Так, BG металлик,
гирлянда. Да, сколько всего скапливается. Каждый раз все выкидываю, но в любом случае мусора накапливается много. Надо будет проверить всякие фломастеры, потому что фломастеры у меня хранятся не только вот перед глазами, вот то, что вы видите, где маркеры, они у меня и в этих органайзерах хранятся. Ну, те, что в пеналах, в упаковках. Вот. Тут вот всякие карандаши. Это, кстати, Ашан 50 цветов. Я, видимо, выкладывала те, которыми не пользуюсь постоянно, но которые уже начаты, потому что новенькие у меня лежат в другом контейнере. Решила это видео совместить с проектом Project Pen. У меня в Project Pen вот здесь всякие ручки, карандаши, фломастеры и еще вот этот набор. Вот сколько осталось, что-то я использовала. В общем, сейчас покажу. Для начала покажу вот эти фломастеры из Fix Price двусторонние. Это все, что от них осталось, и они уже и закончились, и высохли. Сами по себе фломастеры красивые, легкие, удобные. Практически не протекали, удобный пишущий узел, и все бы с ними было ничего, но их даже на одну страничку не хватало. Возможно, мне такие попались. Но я вторую упаковку брать не стала. Один раз не подошло, ну и не подошло. Конечно, я ими что-то раскрашивала, но вот по факту такая с ними неприятность. И ведь цвета здесь были очень красивые. Ну, в общем, все, они уже совсем не пишут. Я там по максимуму пыталась их использовать, но как бы все, в помойку. Дальше... Ну что здесь? Упаковка из-под платочков марки «Каждый день». Я ими пастели растираю. 2 белые ручки из набора Fix Price, которые очень классные. Могу советовать, кто не пробовал. Но вот у нас уже в Fix Price я не вижу. Ни в Питере, ни в Москве не видела. Ручки классные. Вот сейчас 3-я в использовании, 4-я в запасе. Реально лучше ручек Крауна и так далее. Уж тем более лучше, чем Сакура. Потому что Сакура мне и дарили, и я несколько раз покупала разные варианты. Они, не пишут и все. Краун изначально были классные, потом качество испортилось, а эти просто шикарные. Советую. Из Fix Price набор вот эти вот скорги и тому подобное, вы знаете, довольно-таки жесткие. Да, они симпатичные, принт у них, но они жесткие, быстро заканчиваются. Дальше блестки луч, они кайфовые, я их вот постоянно использую. Так, ну что, вот это вот... Так, это случайно попало. Вот. Паста с Алиэкспресс зелененькая закончилась. Дальше вот из этого набора, это еще, кстати, пишут, покупала их в 2018 году, к слову сказать. Вот, но некоторые уже закончились, и вот сейчас некоторые, смотрю, уже подсохли. Вот эти вот, эти и вот эти. А так в целом, да, они вроде бы просвечивали, все дела, как-то в целом нормально. Так, еще выкидываю упаковку вязальные крючки, но, к слову сказать, не самые классные качества. Вот, как есть. В общем, показываю в этом видео вот как бы пустышки. Продолжаю уборку, теперь все протираю. Для этого я использую средство ProGreen DS8. Это мне так приносили немножко, буквально маленькую баночку. На большое количество воды там всего капля нужна. Вот эту каплю я развела в пульверизаторе, но это вообще прям огромная доза, можно сказать. Это средство очень нежно пахнет, практически неощутимо, тем более никакой хлорки, но при этом его используют там во всяких больницах и так далее, и в качестве уборки, и для всяких инструментов, насколько я читала. Вот. Но оно, честно говоря, такое чувство после того, как убираешься, что даже воздух чище становится. Но это просто потрясающее средство, оно невероятно классное, вот, и экономичное.
потому что мне принесли буквально малюсенькую баночку, я не знаю, сколько там миллилитров, и мне хватило, да, в общем, до сих пор еще есть, 2 года уже пользуюсь. Я не знаю по срокам годности, но с ним ничего не происходит, вот, поэтому протираю. Это, повторюсь, как и по мне очищает воздух и дезинфицирует, ну, в общем, оно очень крутое. Все везде им протираю, и вообще вокруг все чище становится, поэтому, Лера, спасибо. Вот. Удобное в использовании. Ну, в общем, на видео, как видно, я все тут контейнеры протираю, полки. У меня так получилось, что не записалось, как я вот эти вот здесь тестировала. Ну, в общем, вот такое количество под выброс. Все остальное вполне прилично пишет. Поэтому оставляю. Ну и продолжаю уборку дальше. Теперь на самом столе непосредственно все, что стоит, протираю. Тут, конечно, пыли очень много. Ну, понятное дело, много предметов. Так-то столешницу протираешь, что-то, что в зоне видимости тоже, но в основном вот накапливается. У точилки вроде есть контейнер, но так или иначе все равно скапливается и стружка, тому подобное. Ну ничего, в принципе, я убираться люблю, в творческом уголке тем более. Кольцевую лампу, прочее протереть. Протираю все тем же средством. Сначала одной тряпкой по сухому пыль убираю, ну а потом использую ProGreen уже с другой тряпкой. По бокам все тоже протираю обязательно. Стол, конечно, очень удобный, ну и под столом, сбоку, вот везде протираю, на всякий случай. Ну вот пока как-то так получилось. Здесь я еще фломастеры не перебирала, но я хочу разобраться в акриле и гуаше, потому что там кое-чего уже высохло. Ну, может быть, в этом видео или в следующем посмотрим. Потому что сейчас придет ученица, а дальше посмотрим. Здесь я поменяла, как видите, местами, потому что коробка мне нужна чаще, чем вот эти вот ящики. Ну, кисточки нужны часто и маркер там, но до этого дотянуться проще. А вот это актуальнее. Эти две полочки у меня стояли вот рядышком, теперь я друг на друга их поставила. В принципе, это удобно, я так думаю, потому что там карандаши, они в большем доступе, здесь вот гуашь и всякие вот эти вот мелочи, которые стояли тут и вот тут. Ну, соответственно, брашпен и мазали я собрала, так как я ими редко пользуюсь. Сверху брутфунеры. Это раскраски, которые я вот сейчас в данный момент раскрашиваю, ну и там блокноты. Здесь в целом все как обычно, но только я вот поменяла, как уже сказала, потому что приходилось сюда тянуться, тут всяко лучше. Ну, в общем, как-то так. Мне кажется, стало значительно лучше. Ну и как-то всегда, когда что-то меняешь, так настроение поднимается. Единственное, что еще сегодня чуть попозже я разберусь с лампочками, с гирляндами, потому что все-таки надо ими и пользоваться в том числе. Посмотрю, какие батарейки уже пришли в негодность, какие еще нормальные, все закреплю по-человечески, потому что вот у меня гирлянды, здесь вот эта лента, вот эта гирлянда, вот здесь еще, поэтому, в принципе, да,
Вообще хочу еще с ветерками вот с этими разобраться, потому что, ну, вот это точно мне нравится. А эти две, ну, вроде бы как нравится, но что-то запуталось, короче, я не знаю. И к тому же все в пыли, надо тоже протереть. Но, во всяком случае, вот эту зону я уже убрала и довольна. Нужно разобраться в раскрасках. Но, опять же, не знаю, это видео или следующее. Уже другой день. Я сегодня использовала вот эти фломастеры Luxor и обнаружила, что... Ну, решила их проверить. Обнаружила, что 4 фломастера уже плохо пишут, точнее, уже высохли, поэтому я их выкидываю. Вчера я раскрашивала, и у меня закончились блестки золотые от марки Луч, поэтому выбрасываю упаковку. И сегодня я проверила вот эти вот фломастеры 12 цветов Stam. Ну, в общем, 4 фломастера выбрасываю. А здесь у меня скорги лежат. Я решила, раз там один засол, думаю, дай-ка я еще проверю, но вроде все остальные пишут. Вот. Здесь хотела 171 маркер выкинуть, но оказалось, что все пишет. Хотя я проверила 2, надо сейчас 3 проверить. Ну вот 1 выкидываю, 2 оставила, потому что 171 изначально мне подарили 1 маркер на пробу, после чего я купила себе большой набор, в котором, естественно, был этот оттенок. И потом, когда он у меня тоже стал заканчиваться, я взяла еще 1 поштучно, поэтому, в общем, у меня их 3. Ну и вот 1, видимо, самый первый, закончился, так что я выкидываю. Вообще здесь тоже нужно разобраться, но здесь я разберусь попозже, потому что у меня тут много фломастеров от марки «Каждый день», которые я вообще очень-очень люблю, потому что реально, несмотря на тот момент, на свою супер дешевую цену, да и сейчас тоже, но сейчас 24 цвета, кстати, редко встретишь, но, в общем, дело в том, что эти фломастеры очень классного качества. Их вообще надолго хватает, они почти нигде не протекают и, в общем, долго служат. И, кстати, как ни странно, их можно еще и заправить. Поэтому я с этим буду разбираться чуть позже. Здесь я прошлась вот по всяким таким наборам, которые у меня лежат отдельно, поэтому прежде всего по ним прошлась. Еще достала акрил от марки Луч, и вот белый у меня засох, выкидываю. Так, что с фокусом? С остальным акрилом я проверила, все в порядке, так что этот выбрасываю. Но это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи, пока-пока.